Приветствую вас! Распакую одну посылку с AliExpress, в которой находится корпус жесткого диска форм-фактора 2,5 дюйма от китайского производителя Rocketech. Постоянные зрители и подписчики уже знакомились с обзором двух версий подобного корпуса Orica. Ссылка на то видео появится сейчас на экране и в конце этого ролика. Сегодня я сравню футляры для внешнего накопителя обоих производителей, чтобы сделать вывод, какой из них обеспечивает наибольшую скорость обмена данными. При условии, что футляр Orica стоит от $7 и выше, а корпус Rocketech менее $5. Стоит ли переплачивать эти $2? Погнали! В плане упаковки трудно сказать, какая лучше. Оба футляра мне достались без повреждений. Упаковано следующим образом. Здесь просто пупырка завернута. И вот такой пакетик с зип-замочком. В комплекте кабель и просто в пакетике сам корпус. Корпус в этом случае уже такой непрозрачный, полностью из черного пластика. Упаковка здесь универсальная. Подобные упаковки, да, ничем не отличаются. У меня когда-то приобретал зарядное устройство с поддержкой быстрой зарядки. В принципе, этого производителя отличает именно бюджетные цены и очень высокое качество. Ну а футляр от Orica имел вот такую картонную коробку. Если сравнить габариты обоих корпусов, то я уже наглядно вижу, что Rocketech на сантиметр короче. Этот получается 116 мм, Orica 125 мм. Ну а по толщине Rocketech чуть толще. Здесь получается 14 мм, а Orica 13 мм. Данный футляр представляет собой пластиковый корпус. Верхние и нижние грани такие шурупатые, а боковые грани глянцевые. Чтобы вскрыть этот корпус, необходимо сдвинуть две половины относительно друг к другу. Ну, чем-то похоже на этот корпус, также сдвигаем. Но здесь эти две половины не рассоединяются. Крышка сдвигается с трудом и вот так вот открывается. Полностью две половинки не разделяются, как в варианте с Orica. Более короткая длина достигается установкой более узкой платы контроллера по сравнению с платой контроллера от Orica. Футляр Rocketech комплектуется вот таким кабелем. Длиной заявлено 22,5, реально более 30 сантиметров. Достаточно толстый кабель, толще, чем поставляемый оригинальный был с Orica. Но здесь провод был длиннее, тут полметра, здесь всего лишь более 30. Ну и как в первом моем сравнительном видео с футлярами Orica, я также установлю в этот корпус все имеющиеся у меня накопители. Это жесткие диски и SSD накопитель. И результаты представлю вам на экране. Не считаю это таким уж серьезным недостатком, но в футляре от Orica накопители толщиной 7 мм сидят здесь более плотно, хотя занимают только нижнюю половину. Вот таким вот образом. В обоих вариантах нет никаких уплотнительных наклеек. Просто здесь пластиковые ограничители не позволяют ему так болтаться. В сравнении от футляра от Rocketech. Тоже накопитель 7 мм. Если я устанавливаю сюда, здесь он так болтается. Понятно, что в реальных условиях вы так не будете специально разбалтывать этот накопитель. Но все-таки такая вот особенность есть. Здесь он сидит плотно. Но если сюда установить стандартный 9,5 мм толщиной накопитель, то здесь он также достаточно плотно сидит. Подобно корпусу от Orica, операционная система Windows 10 определяет его как внешний диск. Orica был внешний USB 3.0. И, конечно же, протестируем с помощью утилиты Crystal Disk Mark. Так, диск F, да, 3 прохода, 1 гигабайт файл. Запускаем.
Ну и по итогу, оценивая результаты скорости передачи данных, могу сказать, что несмотря на то, что футляр от Rakitech стоит на $2 дешевле, он выдает те же показатели, что и Orica, который стоит от 7 и выше долларов. Единственное, что кому нужен более компактный корпус, ну и более компактный кабель, соответственно, то выбор делаем, конечно же, в пользу Rakitech. Оба футляра защищают только от пыли и брызг, ни от каких серьезных механических воздействий, ударов они не защитят. Также особенность вот это вот по толщине накопителей, то есть в этом хорошо сидят и 7 мм, и 9,5, в этом практически только толстые. А я на этом с вами прощаюсь. Оценивайте это видео лайками, кому понравилось, подписывайтесь на канал, и мы обязательно встретимся здесь же. Пока, увидимся.